Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак, и сегодня на обзоре у нас будет самый дешевый 4D лазерный уровень с зелеными лучами. Это Hilda 4D Green. Покупал я его, друзья, всего за $60. На тот момент это было 4300 рублей, была какая-то акция. Сейчас он стоит в районе 5000 рублей, но это ничего ровным счетом не меняет. На сегодняшний день это реально самый дешевый 4D лазерный уровень. Итак, приходит вот в такой коробке, здесь написано Power of Master. Да, официальный продавец, ссылку на которого оставлю под видео, отправлял прибор очень долго. Просто я выбрал доставку из России, и по всей видимости на российском складе их не было. Поэтому отправлял он нивелир 21 день, представьте себе. Но, соответственно, как нивелир появился на российском складе, так тут по России он дошел мне буквально дня за 4. Вот такой хитрый продавец. Итак, в коробке вот такая сумка-чехол. Многим уже знакома, сверху есть ручка. Обычная сумка очень часто встречается у разных нивелиров. Ничего незаурядного в ней нет. Внутри, как всегда, вспененный полиуретан. Все достаточно четко вырезано. В комплекте, значит, такая металлическая подъемная площадка, металлическая пластина для примагничивания настенного крепления, само настенное магнитное крепление, зарядное устройство сразу же с евровилкой, вот такой аккумулятор без всяких опознавательных знаков, переходник с 1/4 на 5/8, пульт дистанционного управления, есть такая вот кратенькая инструкция и сам прибор, друзья. Все, в сумке больше ничего нет. Из конкурентов в этой ценовой категории особо выделить некого. Все, что можете увидеть на AliExpress, это будет тот же самый прибор, только под разными названиями. Их действительно очень много, не будем даже на этом заострять внимание. Это все один и тот же прибор. Если брать более качественных конкурентов, но они, соответственно, и стоят подороже, то это, конечно, Fukuda MW94D, 4GX или 4GJ, она стоит подешевле. Clubiona IE16. И из последних новинок это Hupar 904 DG. Друзья, на все эти нивелиры уже есть обзоры на канале, поэтому переходите, смотрите. И в скором будущем я еще сделаю большой сравнительный обзор всех этих 4D нивелиров. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И давайте вернемся к нашему Hilda 4D. Начнем обзор с инструкции. Инструкция кратенькая, такая цветная. Здесь только можно посмотреть технические характеристики. У нас зеленая модель, длина волны 532 нанометров. Да, друзья, здесь применяют самые, что ни на есть, дешевые кристаллические излучатели. Толщину линий на разных расстояниях мы, конечно, сегодня посмотрим, проверим его на точность, разберем, посмотрим, как он настраивается. Но меня просто всегда мучил вопрос, как же за такую стоимость можно сделать такой прибор? Всего $60. Если говорить о более-менее каких-то нормальных излучателях, которые стоят в Fukuda, Hupar, Fireco, то один только излучатель у них стоит в районе $10. То есть, как понимаете, здесь стоит 4 излучателя, это уже $40, плюс такой комплект, крепление, батарея, пульт, площадка. Ну, то есть это все стоит денег. Ну и сам, конечно же, корпус и сам внутри компенсатор. Его нужно собрать, настроить. То есть это и работа. Ну и по большому счету им же нужно еще заработать. То есть я не понимаю, как они все это укладывают в эту стоимость и еще на этом зарабатывают. Но тем не менее, сегодня как раз посмотрим, что это за продукт. Итак, вернемся к инструкции. Длина волны 532 нанометра, точность плюс-минус 0,2 мм на 10 метров. Здесь опечатка, здесь должно стоять на 1 метр. То есть плюс-минус 2 мм на 10 метров. Диапазон работы компенсатора плюс-минус 3 градуса, защита IP54 от пыли и влаги. Но тут, друзья, сразу поспорю, скорее всего такой защиты тут нет, потому что вы это увидите все в ролике. Рабочее расстояние около 25 метров, в диаметре написано. Если брать радиус, то это 12,5 метра. Но это тоже все в зависимости от степени освещения. Чем темнее, тем, соответственно, дальше увидите. Чем светлее, тем расстояние будет сокращаться. Время работы около 5 часов, но это имеется в виду при включении всех плоскостей от одного заряда батареи. У зеленого рабочая температура от -5 до +50, вес 560 грамм и размеры. Вот такой переходничок с 5/8 дюйма на 1/4. Не знаю, кажется мне или нет, но, по-моему, становый винт немножко кривовато установлен. Ну, собственно говоря, друзья, здесь все будет немножко вот такое какое-то хлипенькое, кривенькое. Ну, сами понимаете, такая цена, ждать от такой стоимости какого-то крутого прибора, ну, не приходится. Вы должны понимать, что здесь будут самые дешевые материалы использоваться. Вот такой пульт дистанционного управления, 2 кнопки H и V. Вилка для зарядки аккумулятора. Технические характеристики можете посмотреть здесь. И также она применяется как адаптер для работы от сети. Подъемная площадка раздвижная с таким механическим лифтом. Максимальное расстояние, на которое она поднимается, 8,5 см. В сложенном состоянии 2,5 см. На самом деле очень удобная вещь для монтажа различных полов.
Вот такое крепление магнитное. Здесь нет никаких резиновых пяточек, хотя два мощных неодимовых магнита здесь расположено. Ну, видно, что все эти детали отлиты на недорогом 3D принтере. Эта крутилка перемещает вот эту часть вправо-лево, ну или вперед-назад. Эта шайба снимается. Здесь есть такой дополнительный переходник, чтобы цеплять прибор за голову. Все выполнено достаточно просто, как видите. Такой барашек. Зажимаете голову и крепите прибор. Да, еще что мне не понравилось, на самом деле прибор крепится не очень хорошо. Невозможно затянуть прибор, гайка эта просто прокручивается, так как она закреплена на простой болт. И, соответственно, она не затягивает прибор, и он держится вот так, качаясь. Но о чем я и говорю, здесь все такое немножко слабенькое, что ли. И вот сейчас вот я не могу снять прибор, у меня прокручивается просто вот эта шайба. Для этого крепления в комплекте предусмотрена вот такая металлическая пластина. Подвешивается на саморезы. Здесь, конечно, оно держится очень крепко. Прям отлично. Вот такое крепление. Батарея без всяких опознавательных знаков. Давайте я ее сейчас разберу и посмотрим. Там стоят два баллона, может на них что-то написано. Батарея очень просто разбирается. Выкручиваете два болта. Все, снимается крышка. И вот два баллона типа 18650. На них также нет никаких опознавательных знаков, ну, вот только единственное название, но емкости и прочего ничего не указано. В общем, при желании их можно заменить. И сам прибор, друзья, выглядит вот он таким образом. Снизу эта вся часть металлическая. В основании есть два отверстия, но только одно из них с резьбой 1/4 дюйма. Здесь крепится батарея. Сверху находится сенсорное управление, кнопка V, H и включение режима разметки под наклоном. Здесь написано название прибора. Пластик используется такой дешевенький, вот здесь видно, как он отливался, тоже по всей видимости на принтере. Все защитные башни, соответственно, сделаны также из пластика и крепятся на 4 болта. Тумблер включения находится с задней стороны под аккумулятором. Тоже никаких обозначений нету, ни включить, ни выключить. Кстати, прибор пришел с разблокированным компенсатором. Но сегодня мы также проверим его на точность и посмотрим, сказалось ли это как-то на погрешность прибора. Так вот, я открутил башню, крепится она просто так, без какой-либо прокладки. В общем, друзья, о защите IP54 здесь речи не идет. Она здесь точно не соблюдена. Вот такие излучатели здесь установлены. Видно, что они дешевенькие. По настройке тестировочных винтов маятника здесь не видно. К ним не подобраться. Нужно разбирать весь корпус прибора. Это будет чуть позже в ролике. Но настройку положения лазерных трубок по отдельности здесь можно, конечно, делать, не разбирая прибор. Я имею в виду о настройке именно вот этих трех излучателей. Верхнего горизонта и двух боковых. Нижний горизонт здесь настраивается маятником. Включение нивелира Hilda 4D Green происходит тумблером. Происходит некая диагностика и остается гореть только один нижний горизонт. Кстати, надо сказать, что нижний горизонт очень низко проходит к полу, буквально 9 мм. Кнопка H, соответственно, управляете горизонтами, то есть первое нажатие включает второй горизонт, горят оба горизонта. Верхний горизонт от пола 11,5 см. До потолка от верхнего горизонта меньше сантиметра. Следующее нажатие оставляет один верхний горизонт. Следующее нажатие выключает оба горизонта, то есть ничего не горит. Кнопкой V управляете вертикалями. Включается сначала боковая вертикаль, второе нажатие вторая вертикаль, третье нажатие остается это одна вертикаль и следующее нажатие отключает. То есть управление, конечно, идеальное в плане того, что можно выбрать любую комбинацию плоскостей, какую необходимо. Неважно, можете выбрать один нижний горизонт и, допустим, вот эту плоскость. Да, кстати, друзья, вот как сейчас заметили, здесь иногда возникает какая-то путаница с этой сенсорной панелью. То есть я нажимал сейчас на кнопку V, но у меня линии начинали гореть тусклее и не переключаться. То есть, соответственно, у меня срабатывала вот эта кнопка крайняя. И периодически я замечал, что возможны такие сбои. Нажимаете, грубо говоря, на H, включается вертикалей и наоборот. Но потом как-то это все налаживается и опять все нормально переключается. Возможно, у кого-то происходит так же, напишите в комментариях. Итак, друзья, кнопка HV, и эта кнопка, краткое нажатие, делает луч тусклее. Можно подумать, что прибор переходит в режим работы с приемником, при котором линии начинают гореть чуть тусклее, некий такой пульсирующий режим. Но о работе с приемником нигде не заявлено, поэтому такое ощущение у меня складывается, что это просто регулировка яркости. И если долго удерживать эту кнопку,
до характерного звукового сигнала в районе 2 секунд, то включается режим работы под наклоном. То есть можно размечать что-то под наклоном, прибор не будет пищать и линии не будет мигать. Но, друзья, в этом режиме компенсатор, как видите, не заблокирован. То есть резких движений лучше не делать, потихоньку поворачивать и таким образом делать разметку под наклоном, если требуется. Соответственно, также в этом режиме можно переключать все плоскости в такой же последовательности. И если этот режим хотите отключить, то нужно опять удерживать кнопку до звукового сигнала в районе 2 секунд. Сейчас уже нивелир будет работать с сигнализацией о превышении диапазона работы компенсатора. То есть у этого компенсатора диапазон работы плюс-минус 3 градуса во все стороны. Если этот наклон будет выше, то линии начнут быстро мигать и будет издаваться вот такой противный пищащий звук. Это как бы говорит о том, что нивелир нужно поставить на более ровную поверхность. По функционалу в принципе все. Давайте посмотрим, за какое время устанавливается компенсатор в рабочее положение. Так, давайте сейчас я наклоню прибор и посмотрим. Раз, два, 3, 4, 5. Ну, друзья, где-то в районе 4-5 секунд. Нормальный результат. Теперь давайте посмотрим толщину линий на разных расстояниях. Возьмем метр, 5 и 10 метров. Да, друзья, переключение плоскостей также можно делать с пульта, но только переключение плоскостей. Все остальное с пульта сделать нельзя. То есть кнопкой H переключаете горизонты. Отклик у пульта очень хороший. Все четко срабатывает. Ну и кнопкой V, соответственно, переключаете вертикали по отдельности. Здесь нареканий никаких нет, все хорошо работает. Да, и еще пару слов о батарее. Батарею можно заряжать как отдельно от прибора, так в принципе и в работе. То есть вставляете зарядное устройство прямо сюда и можно работать от сети. В принципе это очень хорошо. Так, и давайте проверим толщину лазерной линии на разных расстояниях. Начнем с 1 метра. Итак, на 1 метре верхний горизонт очень тонкий, 1 мм, даже чуть меньше. Нижний горизонт чуть потолще, он чуть больше 1 мм. Давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах толщина линии меньше 2 мм. Отличный результат, друзья. По яркости можете заметить, что верхний горизонт чуть тусклее, нижний горизонт ярче, но по толщине они одинаковые. Давайте посмотрим на 10 метрах. На 10 метрах верхний горизонт выглядит совсем уж тускловато, но толщина у них чуть больше 2 мм. Это действительно очень хороший показатель. Теперь давайте проверим его на точность. Как помните, заявленная погрешность у него плюс-минус 2 мм на 10 метров. Как правильно считается погрешность, смотрите на сайте laserlevel.ru, потому что многие неправильно ее считают. Итак, горизонт прогоним по точке, как раз на 10 метрах. Вот здесь у меня есть 10 метров. 10027. Кстати, друзья, недорогой и качественный дальномер SNDWAY SW-DS50. На него также есть обзор на канале. Очень неплохой дальномер за свои деньги. 1500 или 1200 рублей, сейчас точно уже не помню. Можете перейти и посмотреть. Итак, значит, горизонт прогоним по точке. Все сектора должны проходить через эту точку с допустимой погрешностью. А вертикали проверим по ранее проверенному Fukuda MW94D 4GX, также зеленым лучом. Обзор на него есть на канале. Переходите и смотрите. Очень классный 4D лазерный уровень. На мой взгляд, один из лидеров. И также проверим угол 90 градусов между вертикалями. Давайте начнем с горизонта. Включаем нивелир, выбираем оба горизонта и отмечаем первые точки. Отмечаем первые точки по середине линии. И поворачиваем прибор на 90 градусов. Я буду поворачивать по часовой стрелке. И смотрим, как проходит второй сектор через эти же точки. Итак, второй сектор у нас проходит верхний горизонт. Есть очень маленькое смещение, меньше миллиметра. Это, друзья, даже не погрешность на 10 метрах. Нижний горизонт проходит у нас также идеально через первую точку. Давайте смотреть третий сектор. Для этого снова развернем прибор и будем смотреть как бы заднюю часть плоскостей. Итак, верхний горизонт у нас опустился еще чуть ниже, то есть с первой точкой у нас разбег в районе 2 мм, и нижний горизонт у нас тоже немножко спустился, где-то на миллиметр. Давайте посмотрим последний, четвертый сектор. Для этого еще раз развернем прибор. Давайте смотреть. Итак, четвертый сектор проходит практически так же, как третий. То есть, друзья, максимальное отклонение между точками в районе 2 мм. То есть по факту эта погрешность ниже, чем заявленная. То есть погрешность мерится в две стороны. Вы этим прибором можете разметить 20 метров, если поставить нивелир по центру, 10 в одну сторону и 10 в другую, с погрешностью 2 мм. И по факту получается, что погрешность составляет плюс-минус 1 мм на 10 метров. Друзья, Hilda 4D в принципе очень хорошо настроена. Так, теперь давайте посмотрим вертикали.
Для проверки вертикалей включаем эталонную вертикаль у Fukuda, который ранее проверен, и сопоставляем все стороны двух вертикалей у Hilda 4D. Да, друзья, у кого нет эталонного уровня, просто берите нитяной отвес и проверяйте по нему. Я же вам для большей наглядности сопоставляю с лазерной линией, которая настроена точно. Если я буду подсвечивать вам нитяной отвес, то на видео это будет очень плохо видно. Итак, давайте посмотрим первую сторону первой вертикали. Итак, вот первая сторона первой вертикали. Справа идет Hilda 4D, слева идет Fukuda 4D. Друзья, видно, что они идут абсолютно параллельно друг другу. Давайте посмотрим вторую сторону. Для этого развернем прибор соответствующим образом и также сопоставим вертикали. Итак, вот вторая сторона первой вертикали. Справа также идет Hilda 4D. Слева Fukuda 4D. Но, друзья, видно абсолютно, что они идут параллельно друг другу. На расстоянии 5 метров этого теста вполне достаточно. Давайте посмотрим вторую вертикаль. Так, включаем вторую вертикаль и также сопоставляем. Вот первая сторона второй вертикали, я навел их друг на друга. И как можете видеть, они идеально ложатся друг на друга. Давайте посмотрим вторую сторону второй вертикали. Разворачиваем прибор и смотрим. Давайте я также наведусь на вертикаль Fukuda. Итак, друзья, вот вторая сторона второй вертикали. Я также одну вертикаль положил в другую. Они абсолютно идеально, четко ложатся друг на друга. Нет никаких сомнений. Вертикали у Hilda 4D Green также настроены очень неплохо. Теперь давайте проверим угол 90 градусов. Для проверки угла 90 градусов включаем обе вертикали, отмечаем точку на перекрестии внизу и отмечаем две точки на перпендикулярных вертикалях. Я буду отмечать на этой и на этой. В одну сторону расстояние у меня будет примерно 2,5 метра и в другую сторону около 7,5 метров. Друзья, этого вполне достаточно для проверки. Ну и вообще, в принципе, эту характеристику производители не заявляют. Я ее проверяю ради интереса. Так, и давайте отметим точки на вертикалях. Вот так у меня отмечена ближняя точка. И это дальняя точка. Теперь давайте развернем нивелир на 90 градусов. Разворачиваем нивелир на 90 градусов в любую сторону и сопоставляем перекрестие с нашей точкой. Друзья, вы должны понимать, что здесь центральная ось смещена, не как у бочонка, и поэтому необходимо смещать для проверки. То есть устанавливаемся перекрестием на нашу точку и наводимся на одну из точек вертикалью. Я буду наводиться на ближнюю, мне ее видно, дальнюю точку я не вижу. А потом посмотрим, как вторая вертикаль проходит через дальнюю точку. Она должна проходить с допустимой погрешностью. Так, давайте сейчас я настроюсь и посмотрим. Так, друзья, вот я вроде как навелся. Давайте посмотрим ближнюю точку. Вот так навелся на ближнюю точку. И давайте посмотрим, как проходит вторая вертикаль через дальнюю точку. Так, друзья, и вторая вертикаль проходит с очень маленьким смещением на самом деле. В районе миллиметра. Но, честно говоря, я даже очень сильно удивлен. Угол 90 градусов здесь также весьма неплохо настроен. Для такого дешевого уровня реально очень круто. Теперь давайте посмотрим, как прибор разбирается и что предлагается по настройке. Для разборки, соответственно, нужно снять аккумулятор, открутить две боковые башни от вертикалей и выкрутить 4 болта сверху и также выкрутить 4 болта снизу. Давайте сейчас я это и сделаю. Итак, друзья, когда вы выкрутили все 8 болтов сверху и снизу, снимайте верхнюю крышку, и здесь для удобства лучше отключить вот этот разъем от сенсорной панели, чтобы нам дальше снять вот эту часть корпуса. Потому что здесь, в принципе, до юстировочных болтов маятника таким образом не добраться. И также снимем разъем от батареи, потом обратно подсоединим. Итак, сняли верхнюю крышку, и также можно попробовать снять эту крышку, но опять же нам будет не очень удобно. Ну, хотя можно и так оставить. Все равно тут нужно будет для настройки подключать аккумулятор. Здесь, конечно, не совсем так удобно сделано, как, допустим, у Hupar 904 CG. Обзор и настройку его смотрите, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Но тоже, в принципе, не все так критично. Можно настраивать самому, вполне доступно. Единственное, повторюсь, что неудобно, необходимо будет ставить аккумулятор таким образом. Здесь даже может быть под него что-то подложить, чтобы он не мешал. Ну и также придется обратно подключить верхнюю панель, чтобы переключать плоскости для настройки. В общем, здесь будет так все болтаться, немного неудобно, но тем не менее все возможно делать.
Чтобы лучше разглядеть, я все-таки отцепил питание. Таким образом выглядит маятник. Он довольно массивный, у него очень большое основание, такое тяжелое. Это не есть хорошо на самом деле, потому что такие тяжелые маятники не любят очень сильно механических ударов. То есть они под своим весом могут выводить из строя вот здесь маленькие подшипнички и тем самым выводят компенсатор из строя. Но это опять же при каких-то ударах. То есть любым точным инструментом нельзя играть в футбол и нельзя ронять и допускать прочие удары. Здесь, как можете видеть, вот такие волоски идут на маятник. Это у всех лазерных уровней. Такие волоски делаются специально, чтобы не тормозить ход маятника. Плата сверху выглядит таким образом, но сделано все довольно аккуратно. Сам компенсатор находится на металлическом таком каркасе. Это тоже очень хорошо. Ну и, собственно говоря, что можно сказать по настройке? Не знаю, видно вам или нет. Вот здесь между лазерной трубкой основанием и телом маятника есть такой зазор. То есть он есть на верхнем горизонте, такой же зазор есть на одной вертикали и такой же зазор есть и на другой вертикали. А нижний горизонт, он в принципе устроен по-другому, там даже нет вот этих 4 юстировочных винтов, он просто такой монолитный. То есть как раз здесь очевидно, что нижний горизонт настраивается маятником. Чтобы добраться до юстировочных винтов маятника, необходимо разобрать весь корпус, как сделано сейчас у меня. И здесь можно найти 2 юстировочных винта, поперечный винт и продольный винт. Этот болт под шестигранник на 3. То есть крутите этот болт, тем самым смещая центр тяжести маятника, и он начинает устанавливаться немного по-другому. То есть выкручиваете сюда, здесь давит больше, получается, что вся плоскость у вас горизонтальная нижняя будет подниматься. Передний край будет подниматься, задний опускаться. Соответственно, поперечный винт крутите либо выкручиваете, плоскость будет меняться в этом положении. То есть этот винт в этом положении, этот винт сбоку в этом положении. И соответственно этими 2 болтами настраиваете сначала нижний горизонт, потом проверяете все оставшиеся плоскости. Если кому-то требуется настройка, то настраивайте этот лазерный модуль по отдельности вот этими 4 винтами. Здесь шестигранники на 2. То есть для юстировки вам потребуется 2 шестигранника на 3 и на 2. Вот в принципе и все по настройке. Друзья, на этом все. Если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем добра, пока-пока.